Итак, друзья, в этом видео мы расскажем и покажем, как за копейки сделали своими руками дровяную печь для нашей маленькой китайской палатки. У нас были экраны от печки Сибтерма, которыми мы не пользовались. Создав проект новой маленькой печки, мы распределили, какая часть экрана на что пойдет. С помощью ножниц для металла мы аккуратно нарезали все части. Согнутые стороны экранов старались не повредить, так как позже они будут играть важную роль в конструкции. К нижней стенке прикрепляем дополнительные ленты металла для ее жесткости. При помощи шуруповерта, болтов и гаек собираем все стенки. Последние штрихи. Осталось сделать только дверь. Немного терпения, стараний и энтузиазма, и наша печка готова. Теперь осталось только испытать ее в реальных условиях. Нам тут гости пожаловали, вот близнецы. Хорошие собачки. Одинаковые. Да, прям они одинаковые, как Ага. бы, красивые. Лапу даешь? Дай лапу. Дай О, лапу. о, Дай лапу. Дай лапу. Хороший. Ребята, всем привет! всем Вот привет. настал момент нашего теста. Будем тестировать палатку. На улице холодно, мы уже промерзли, пока место нашли. Когда ехали. Не совсем привычно, но нормально. Вообще, по-хорошему, нужно было, конечно, на открытом вообще, да, воздухе, но мы решили... У нас здесь открытый воздух. Да, решили сразу в палатке. Да.
воздух сильно продувается. Но изначально мы не будем дышать, выйдем. Да. Пусть прогорит. Сейчас а потом выйдем, посмотрим. посмотрим. Так, это у нас. Схватилось? Нет, сейчас спирт схватится. Сейчас мы его полностью закрыли, но дымок уже пошел, да? Да. Кстати, ребята, Алмаз спрашивал. Алмаз, привет большой. Спрашивал, есть искрогаситель? Вот искрогаситель Лилия придумала. Прям четко под нашу трубу. Пойдемте посмотрим. Вот здесь вот прям вот так вот на него плотно надевается вот так вот. Ни одним ветром не дует его. Слушайте, но дым нормально выходит даже через... Угу. Ага, Сейчас даже она через разгорится будет вообще. О, запах. Сейчас нужно, чтобы вся краска обгорела Ну, там. фона какого-то я не вижу, смотрите. Вот поверху идет, это чистая краска подгорает. Вот и краска, да, подгорает, а Ага. где-то что фанило, я не вижу. Да, испарение идет такое. Отсюда вот прям. Ну, лучше Краска, пока не потому дышать. что. Да, краска, потому что горит. Смотрите, здесь есть у нас зазорины. Но это не страшно, потому что это больше даже как поддувало у нас. Мы поэтому поддувало вот всего вот. Сделай это немножко. Все, будем закидывать. Давайте. Краска, Ух конечно, ты, как пахнет. классно там. Да, я говорю, Красиво. класс. Ну здесь уже тепло становится, кстати. Да, я тоже чувствую. Бац-бац. Пытается ее выгнать. Посмотрим сейчас, как будет. Нам нужно выйти с Ангель, Тестировать чтобы, по полной будем сейчас. чтобы не дышать здесь этим здоровым. Угу. Сейчас мы ее забьем и закроем так. Вот так. Так. Аж дверь туда втягивается. Да? Все. Нормально. Хватает тут этой вытяжки, хватает. Вот, ну-ка. Да? Нигде здесь дым не идет, не фонит. Вот только вот краска везде. Парит аж. Все, не Выпаривает дышите. её. Не Да. дышите. Дышать этим не надо. Посмотрим. Пока сделали через окно выход, но на самом деле мы уже там сделали отверстие под окном. И там будем ставить разделку. Потом позже покажем. Уже, наверное, в следующем видео. И вот здесь вот сверху тоже сделали отверстие, чтобы весь газ угарный уходил вверх. Прямо валит дым. Но там внутри вся краска тоже обгорает и снаружи. Ну, запах, конечно, стоит Вот, сильный. кстати, внутри тепло уже, хоть даже открыто. Тепло идет. Да. Ребят, смотрите, эксперимент с вот этим ситом не удался. Пламегаситель надо делать какой-то другой искрогаситель. Мы его вот поставили так, через какое-то время мы почувствовали, что дым заходит в палатку. То есть когда... Даже слышите как? Вот вытяжка сейчас. Слышно? Прям аж гудит. Да. Если мы делаем вот так, мы его закрываем. И Дым тогда идет в там палатку внутри, внутрь. через щели, да, дым Да. начинает уже вовнутрь в Мы палатку. уже думали, что может быть там с щелей давит или что-то. Но оказывается он закоптился здесь. И причем это получилось очень быстро. Ну здесь как бы и краски сейчас Ага. выгорают. всё. Вот прикройте, вот. Вот, опять. Ну, ближе снимите. Вот, все. Вот. Сейчас пойдет. Вот. Ни в коем случае нельзя это делать. Можно задохнуться, там угореть. Угу. А так вот нормально, когда вот висит. А там уже... Да, я проверял его и снизу, сверху смотрел. Вообще, Ага. да, нормально. Смотрите, друзья, дверцу открыли. Все нормально, дым затягивает туда. В принципе, работает правильно. Ну, возле печки очень тепло, и уже практически запах такой уже более-менее к нормальной печке. Сейчас еще обгорит нормально. Мгм. Дровишки. И готовить на ней можно, как мне кажется, Мгм. спокойно. Запах краски идет еще. А так дым, я смотрю, валит вверх, прямо его вытягивает.
Там больше и не надо было делать дырочек вот этих вот. Ребят, вот одно мы выявили точно уже. Печь, она горит хорошо, но она не экономная. Она, тяга у нее, конечно, хорошая. Может быть, даже слишком много напилили там. Сейчас. Давайте дровишек подкинем. Она сегодня полный тест проходит. А там пусть горит. А там собачка заглядывала сейчас в окошко. Да? Ага. Вон. Да, заглядывает. Ей интересно. Привет, привет. А так вот в режиме камина. Да, слушайте, ну вот нигде не выдувает, да? Нормально. Из щелей нигде не выходит. Потому ничего. что отсюда тяга хорошая, там выход чистый. За этим главное следить, и все будет нормально. Все, друзья, закрыли дверь, потому что уже запахов каких-то таких ядовитых не чувствуется. Зато дровишки чувствуются, да? А вот запах дров чувствуется, да. Такой приятный запах дров. Я тоже калуши снял. Печи. Все, да? О, Ох, как булькает. работает печь. Класс. Просто класс. Крепкий такой вот. Вот так. Чай. Надо снимать. Вот это чай. Это чай. Класс. Ребята, это наш завтрак сегодня. И обед. Ну да, на природе, в живописном месте. Классно. Еще и протестировали вон печь свою. Печь стоит, Мгм. работает. Здорово. Угу. Вкусно, вкусно пахнет. Ребята, всем приятного аппетита, кто за Приятного столом. аппетита. Давайте. Вкусно, очень вкусно. Горячо. Я вообще люблю вот такой бутерброд, просто хлеб с колбасой. Мгм. И крепкий чай вот такой темный. Угу. Особенно на Прикол. природе. Классно, классно. Угу. В этих кружках еще очень долго горячий держится. Ой. Класс. Друзья, сегодня пьем первый чай с нашей новой печки. Обалденно вкусно. Вкусно, крепко, Угу. Кстати, тепло. почему мы решили сделать эту печку? Хотели, чтобы в этой палатке, именно в этой палатке, было тепло. В последнюю нашу рыбалку, в которой мы рыбачили в этой палатке, мы до такой степени замерзли, что потом болели 2 недели. С высокой температурой несколько дней. Лежали пластом. Да, просто. пластом лежали. И вот появилась идея, что все-таки сделать дровяную печку, вернее не сделать, но приобрести. И прошерстили интернет. Цены, конечно, оказалось, космос просто, ну, космос. ребята. Да. На маленькие печи. А тратиться-то не хочется. легкие. Хочется же, ну, практически даром. И поэтому родилась идея сделать самим. Учитывая, что у нас материал уже был от экранов, от той печи Септерма, мы потратились, получается, только на вот эти болты, на уголки и на петли. Да. Больше здесь затрат, по-моему, у нас и не было. Да. Ну, можно сказать, даром она нам досталась. Ну, это как бы Потому что копейки горсть, стоит. да, горсть болтиков, несколько вот этих вот уголков. Ну, 2 вида уголков вот. Мгм. Ну, израсходовали материал И мы 2 прям петли. в ноль. У нас там вот такой маленький кусочек, что ли, Да, оставался. маленький Что-то кусочек. Да, поэтому мы пламя-гаситель, искрогаситель внутри не смогли сделать как следует, как Мгм. отдельным листом, не смогли пустить, потому что уже не оставалось материала. Но, в общем-то, тоже Мы упор тоже дали неплохо. больше на ребра жесткости.
И здесь Да. все вот это укрепили, чтобы ее не повело. Ну вот сегодня сколько Кстати, часов да. мы сидим, сколько дров уже израсходовали. Да, посмотрите, Да, друзья. нормально. Угу. Нигде не повело. Ну уже сколько здесь сидим, уже коробку дров почти израсходовали. Угу. Нормально. Вот, друзья, смотрите, сколько у нас хлеба, там колбасы. Там собачки пришли, и Лиля вот бутерброды им делает, Да. как нам. Ну, Да. потому что мы у них в гостях сегодня. Мгм. Мы у них в собак гостях. поэтому надо их... Вообще-то, когда в гости идешь, это тебя же должны кормить. Да. Ну, вот. прямо, да, вот прям. Один остался Один? кусочек, Ну, почему? съешьте его вы. Давай, давай. Ну, вкусно. Всё. Так что пойдем кормить Собакам точно собак. понравится. Мгм. Ладно, пошли. Пошли накормим. Ой, друзья, посмотрите. Посмотрите на них. Укусился. Укусила? Хорошо перчатки. Они очень есть хотели. Конечно, бутерброд. Дайте им побольше. Вот так. Хлеб ешь тоже. Как у нас этот говорили? С хлебом ешь, не наешься. Давайте еще там где-нибудь. Фу, фу. Давай, ты же воспитанная собака. Фу, не прыгай. Фу. Все, друзья, вот такой вот был тест нашей новой печки в реальных условиях. Будем дальше следить, как она будет себя показывать, но первый день мы очень рады. Она уже вошла в рабочий режим, так что будем ее использовать. Поедем мы домой. Вам же желаем здоровья, счастья, ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока. Пока!